Сегодня, друзья мои, была в городе по таким важным делам и прошлась по нескольким банкам. Скажу вам, что ситуация не очень такая радостная, потому что инфляция растет, на счетах проценты мизерные, вклады тоже по сравнению с той инфляцией, которая есть, тоже мизерные. Если есть какие-то акции, то они на 2-3 месяца, а условий там на это, чтобы получить какие-то акционные проценты, столько разных. Это должны быть новые средства, они новые средства неизвестно как пересчитывают. Короче, делают все так, чтобы деньги у них лежали, и они ними пользовались, а проценты никакие. Я вообще сейчас скажу вам, я не понимаю, на каком основании банки нас обслуживают, потому что раз растет инфляция, то и проценты должны как-то расти. А разница между инфляцией и тем, что дают в банке, какие проценты, вообще. Я помню такие времена, тоже инфляция была, но тогда была инфляция в те года, это были середина 90-х годов, тогда инфляция была, ну, как сказать, ну, не такая, может, самая, но можно сказать, можно сравнить эту инфляцию с тем, что сейчас, может, не тютелька в тютельку, но тогда было по-разному. Например, тогда все счета в банке были бесплатные, то есть нас за ведение счета не обременяли никакими оплатами. Вот. Не помню, тогда была чековая система, я не помню, или за чеки мы платили, или не платили, этого я вам уже не скажу, потому что это так давно было, чеки выдавались. Вот. Но на счету, на текущем счету в банке были такие нормальные проценты. Вот, и скажу вам, что тогда были очень большие проценты на вклады. Я даже помню, когда-то делала вклад на 40 с чем-то процентов. На полгода я давала тогда вклад, на 3 месяца, на полгода были какие-то вот такие большие проценты. Вот, и тогда, чтобы деньги не теряли как сказать, свою ценность, тогда вот делались вклады, и даже можно было на этих вкладах немножко заработать. Вот тогда за проценты, которые ты получал, никто от тебя не брал налога, не было налога от процентов за вклады в банке. Вот. А сейчас есть 19% налога берут от того количества, ну, от той суммы, которую ты заработаешь на процентах, хотя проценты такие маленькие за ведение счета, за карточку, за все считают деньги. Вот. Ну, конечно же, можно, например, в том банке, в котором я, там, если ты, например, у тебя есть определенная сумма входит на счет, если ты несколько раз в месяц платишь картой, ну, тогда у тебя счет бесплатный, и ты можешь делать эти переводы банковские тоже на территории Польши бесплатно. Вот такие акции есть, но надо какие-то там условия соблюдать. Ну, не во всех банках, конечно же, также. Вот. Но я скажу вам, что раньше было намного легче в этом всем ориентироваться и как-то и намного легче эти вклады делать. Вот, не было пересчета, новые у тебя деньги на счету, или они уже у тебя какое время лежали, какое их дело, сколько деньги лежат на счету. Я считаю, что банк должен быть счастлив, что я принесла свои деньги у них, и их не забираю, они у них есть. И если я хочу сделать вклад, то если они хотят на моих деньгах заработать, то пусть поделятся, а не так, что если, например, ну, допустим, до 30 января у меня были деньги на счету, то я могу сделать вклад только из тех средств, которые поступили на счет после 30 января, а те, что были до, то уже будут на этих вообще почти нулевых процентах. Вот такие сейчас правила. Скажу вам, что вот походила по банкам, голова идет кругом, потому что инфляция растет, а как свои средства уберечь в этой всей ситуации, не очень понимаешь. Напишите, пожалуйста, что вы делаете и какие ваши, ну, как сказать, действия, вот когда такая ситуация, как сейчас, в что вы вкладываете деньги, ну, хотя бы не то, что я не говорю, что какие-то небольшие, огромные капиталы, но, например, какие-то есть у вас, каждый немножко откладывает денег, и, например, как сделать так, чтобы та сумма, которая у вас там на счету есть, чтобы она не таяла вместе с инфляцией, а чтобы хотя бы на том уровне, на котором есть, она задержалась. Всего лишь 2-3 дня очень теплой погоды, и посмотрите, что с нашей
смородины. Уже полно зеленых листьев. Все, жизнь бурлит. Меня это очень радует. А мой красавчик уже зацвел. Посмотрите, какой весенний прекрасный нарцизик. Один маленький, а сколько радости. Начались работы. Убираем листья, которые не успели. Вот надо будет желуди сюда. Видите, желуди надо будет выграбливать. Все вот это вот чистить. Работы очень много. Но на свежем воздухе приятно. Вот собираем. Вот еще сколько. Фронт работ очень большой. Мы немного опоздали, но опоздали мы с тем, чтобы обрезать ветки, но все равно нужно сделать. Вот, чистим, начинаем готовить наш огород и сад к весенне-летнему сезону. Сегодня поделюсь с вами очень популярным в Польше блюдом. Оно называется крокеты с капустой и грибами. Оно сейчас перед вами на экране. Готовится оно несложно, поэтому обязательно посмотрите и приготовьте у себя дома. Итак, первый этап – это подготовка начинки, то есть у нас капуста. Я в этот раз беру квашеную капусту, потому что у меня она есть и мне надо ее использовать, поэтому я взяла в этот раз только квашеную. Но можно взять половину на половину квашеную и такую капусту. Можно также только из такой, что кому нравится, но с квашеной капустой все-таки вкуснее. И когда вы берете квашеную капусту, нужно сначала, если вы берете половину на половину, надо сначала отварить сладкую капусту, а потом добавить в нее квашеную. Потому что если вы смешаете две капусты вместе, то под влиянием кислоты та вторая капуста будет твердой. У меня сегодня такой проблемы нет, поскольку у меня только квашеная, поэтому я хорошенечко ее промыла 2-3 раза в воде. И теперь набрала воду и буду ее варить до такой мягкости, до готовности. Грибы натираем на крупной терке и немного тушим на сковородке. Ну вот уже грибы потушились, и теперь капусту мы будем соединять вместе с грибами. Капуста готова, я ее процедила через дуршлаг, отцедила воду, вернула ее в кастрюлю. Грибы уже потушились, и теперь капусту с грибами будем соединять вместе и формировать наш фарш на крокеты. Ну вот я уже все перемешала, фарш готов, и теперь остается только его приправить. Я, наверное, добавлю немножко черного перца, попробую, присолю и еще какие-то приправы, посмотрю, какие у меня есть. То есть вы добавляете приправы по вкусу, как вам нравится. Такой фарш, если его много, можно потом использовать, заморозить и использовать для вареников с капустой и с грибами или же для пирожков. Все зависит от того, сколько у вас получилось и что вы хотите приготовить. Я посмотрю, если останется, я заморожу и буду использовать в другие выпечку или в другие какие-то блюда. Начинка готова, теперь готовим тесто для блинчиков. Ну, тесто такое, как на блины. Я не буду в такие подробности вдаваться сегодня, потому что я уже снимала, у меня и ролик есть о том, как я пеку блины. И также в одном из влогов я этого показывала. Вот я беру всегда 3 яйца, доливаю наполовину молоко и воду. Или даже можно, если нет молока, только на одной воде замешивать это тесто. Немножко соли, сахара. Вот, и муки сколько заберет для того, чтобы тесто было такой консистенции, как на блины. И я еще в конце добавляю растительное масло в тесто, чтобы оно не прилипало к сковородке. И вот и все. А потом следующий этап буду вам показывать. Кому интересно тесто, обязательно я постараюсь вам оставить ссылки под видео. Если нет, забивайте мой плейлист Foodbook, и там вы найдете рецепт пошаговый, как я пеку блины. Ну вот тесто готово. Сейчас только добавлю еще растительное масло и начинаю жарить.
Кстати, вот этим венчиком очень удобно месить тесто на блины. Я уже давно не использую миксером. Мне намного лучше, намного больше нравится тесто, его консистенция, когда я делаю вот этим венчиком. Нету никаких этих вот комочков, и получается все быстро, мало мытья, и говорю, консистенция теста намного лучше. Вот уже первый блин. Показываю, совершенно ничего не прилипает. Здесь еще одна сковородка. Проверяем. И тоже все. О, окей. Вот так. Вот блинчик совершенно не прилипает к сковородке. Главное, чтобы хорошо была разогрета. Смазана первый раз подсолнечным маслом. И масло также в тесто. Ну вот я напекла уже блинов целую тарелку. И сейчас буду заворачивать вовнутрь. И затем надо будет каждый такой блинчик обмакнуть в взбитое яйцо и толченые сухари. И потом на разогретую сковородку с подсолнечным маслом и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон. Ну вот я обычным способом завернула начинку вовнутрь блинов. И теперь буду приступать к следующему этапу. Здесь я приготовила толченые сухари. И в тарелочке также я взбила яйцо. Вот теперь я обмакиваю блин в яйце. И затем все это в толченых панировочных сухарях. И так проделываю с каждым. На разогретую сковородку, смазанную подсолнечным маслом, я выкладываю свои крокеты. И теперь буду на небольшом огне обжаривать их до золотистого цвета с обеих сторон. Вот так уже перевернули. И с другой стороны также. Если нужно, также по бокам. Вот такие аппетитные крокеты получились. Если их хорошо и правильно поджарить, у них получается хрустящая корочка, такой нежный золотистый аппетитный цвет. В Польше очень популярное блюдо, и его можно встретить, как я уже говорила, на разных ярмарках и на разных мероприятиях. Посмотрим, как оно выглядит внутри. Вот так, с начинкой. Очень вкусно, ароматно и аппетитно. Такие крокеты можно приготовить заранее, заморозить и потом только вытащить из морозилки, разморозить, обмакнуть в яйцо и в сухари, и готов у вас обед. И так многие люди также делают. Некоторые готовят их также на святой вечер, когда приготавливают постные блюда. Так что тут это блюдо очень и очень популярно.